السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نقرأ ونترجم معا من العربية. Мы с вами читаем письмо девочки Нур, которая описывает в своем письме свои путешествия. Давайте с вами начнем с повторения. Повторим все, что мы проходили для закрепления. حسناً هيا نبدأ. مرحباً أصدقائي، اسمي نور. أحب المغامرات والسفر كثيراً. قمت برحلة مدهشة حول العالم مع عائلتي. زرنا أولاً مصر، رأينا الأهرامات الكبيرة والنهر النيل الجميل. ركبنا جملاً وشعرت بأني مستكشفة حقيقية. تذوقنا طعاماً لذيذاً وتعلمنا كلمات عربية بسيطة مثل شكراً ومرحباً. بعد ذلك سافرنا إلى فرنسا ووقفنا أمام برج إيفل العالي، وكان منظراً رائعاً. أكلنا كرواسان لذيذاً وتمشينا في شوارع باريس الجميل. قالت لنا أمي بعض الكلمات الفرنسية. И далее мы с вами отправляемся в путешествие в Китай. Китай на арабском будет Син. Переходим к новому уроку. Сумма. Что такое сумма? Сумма переводится как затем или же потом. Сумма. Например, ذهبت إلى صديقتي ثم ذهبت إلى دكان. И так далее. ثم طرنا طار يطير. Этот глагол мы уже встречаем не первый раз. Это значит, мы полетели. Здесь у нас на идет, говорит, речь идет о нас. Куда? Иля сын. То есть мы полетели в Китай. وشاهدنا глагол шахада юшахиду. Это видеть. Сур. А вот что такое сур? Сур – это как раз-таки то, что вы сейчас видите здесь, в этом небольшом видео. Это стена. Сур вообще переводится как стена, но здесь идет речь сура син аль-азим. Это сур, стена, сын – это Китай, азим – великий. Получается великая китайская стена. Сура син аль-азим. Кяна тауилян. Здесь теперь она описывает. Слово тауиль. Что означает это слово тауиль? Ранее мы также разбирали. Тауиль означает значение как высокий, да? Высокий, большой. Например, ахи тауиль. Ахи тауиль, мой брат высокий. Здесь речь идет сейчас о стене. Ан сури син аль-азим, о великой китайской стене. Кяна тауиля, глагол кяна, надеюсь, вы помните. Это глагол означает быть, да? Быть. Она сейчас вспоминает то, что было в прошлом, то, что она видела, да? То есть стена была тауилян джиддан, очень высокой. Ваясаду ваянзилю. Два глагола у нас. Ясаду ваянзилю. Это два противоположных глагола. Ясаду – это забираться, янзилю – это спускаться. Давайте с вами уделим этим двум глаголам внимание. Сначала разберем глагол ясаду. Давайте с вами рассмотрим спряжение данного глагола. Ана асаду.
أنت تسعد. أنت تسعدين. هو يسعد. هي تسعد. حسنا. Давайте попробуем составить предложение. Мое предложение. أسعد على سور الحديقة. Получается, أسعد, я забираюсь на что? على سور, стену, الحديقة. Надеюсь, вы помните, что такое حديقة. حديقة – это у нас парк. То есть я забираюсь на стену парка. يسعد. Пожалуйста, попытайтесь составить свое предложение. طيب. Следующий глагол у нас ينزل. ينزل. أنا. Рассмотрим спряжение. أنا أنزل. أنت تنزل. أنت تنزلين. هو ينزل. هي تنزل. أنت تنزلين, да? Будьте внимательны. Например, عائشة تنزل من الشجرة. То есть Аиша спускается с дерева. عائشة تنزل من الشجرة. Аиша спускается с дерева. Или же можно сказать, например, иля, да, к чему тоже можно. Допустим, можно с чего, если к чему, там, например, самолет спускается к чему-то, да, например. الطائرة تنزل إلى. И дальше продолжаете. حسنا. Давайте вернемся к нашему предложению. Следующие слова. على الجبال. Что такое аля, вы знаете. على الجبال. Что такое джибаль? Это у нас горы во множественном числе. Одна же гора – это у нас джабаль. Джабаль. Джабаль – это одна гора. Джибаль – это горы. О чем же здесь говорится? Значит, кяна тауилян. Собственно говоря, здесь говорится об этой стене. Если мы действительно посмотрим, то она то поднимается, да, по горам, то спускается. То есть мы посмотрим, то есть она не на ровной поверхности стоит, а она на горе, данная стена. То есть действительно мы видим, как стена спускается и поднимается. حسنا. И последнее наше предложение. تعلمنا أن نقول. Слово تعلمنا, этот глагол мы уже с вами разбирали. أن نقول, глагол قال يقول, говорить. ني хао. وتناولنا. وتناولنا. Этот глагол мы также разобрали. Получается, мы ели. Noodles – это более современное слово. Noodles, сыния, шахия. Слово шахия мы встречали его в значении как лязиза. То есть шахия ва лязиза – это два синонима. Шахия ва лязиза. Слово noodles, возможно, многие уже догадались, так как это слово является английским. Noodles – это у нас лапша, да? И, в принципе, на этом мы с вами закончили. Путешествие по Китаю закончилось. Хасана. Надеюсь, вам было все понятно. Если у вас будут вопросы, также можете писать в комментариях. Всем хороших уроков. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.